Девки, что-то у вас там за разборки такие шумные. Там твой под тобой котенок. Ничего, не смущается? Котенок под тобой. Фиксанул. Вообще, она очень хорошая мама, то есть она реально вот как Ханна. Для меня всегда пример мамы — это Ханна. Она, ну, это самая вот кошка, которая самая заботливая мама. Причем она заботливая не только в плане выкармливания, она играет с котятами. То есть она, ну, дальше их сопровождает, так сказать, по жизни. А не просто откормила и ушла. Мелисса тоже такая. Вот, но Мелисса не так играет. А вот Ная, может, из-за того, что котенок один, она прям играет. У нас после дождя солнышко. Смотрите, откуда свининка выходит. Блин, вы видели, я только один раз застала момент, когда свинья еще была там, а коз мы возвращались с поля. Как они ее выпихивают, они просто начинают бодать. И просто... Это было, простите, знаете, как это такой черный юмор уже, как дети смеются. Так смешно Мии поджопник дала, просто такая раз, уже под конец такая выпернула. Прям вот не разрешают они ей оставаться с ними, ну, то есть вечером, когда возвращаются, просто выпихивают. Не хотят они никак жить со свиньей. Ну, я их понимаю, зато я хочу жить. Ой, какой грязный пятак, ты где была? Ты где была? Кстати, еще из минусов жизни со семьей я сейчас покажу, чтобы вы понимали масштаб. Это, ну, во-первых, да, как бы я уже рассказывала про перекопки. По большей части, конечно, летом их меньше, потому что летом наружной еды меньше. Бедные цветочки мои тоже страдают, их подъедают. Меньше как бы летом, да, потому что наружные еды, там одуванчики, все такое, не нужно так много копать. А понятное дело, что по осени, по весне еды не так много наружной, хотя, естественно, подкормка у нее есть, но не так много, и поэтому она начинает копать. Не розовыми пони, там, не шоколадками она какает. Ну, конечно, похоже, чем на шоколадку, но не очень. Вот, видите, везде, по всему участку. Это намного больше какули, чем у собак. Прям вот намного больше. Почти как у Пумяцкого. Да, у Пумяцкого тоже лопатой мы убираем. Лопатой. Вот. Ой, любовь любовная, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая любовь-то у них, а. Да, очень. Ну, без когтей, ведь тебя трогает. Вот это любовь. У них уже на протяжении всех этих годов. Любовь через решетку прям. Ой, какой кот, какой кот. Какой кот, какой кот. В хорошем настроении, солнышко, да. Ой, кот, ой, кот. Ой, кот. Здрасте. Ой. Давай. Сегодня Алиса решила со мной рассказывать про витамины. Любят котики витамины? Да. Дети врать не умеют. Так вот, а я напоминаю, что мы участвуем и на Wildberries, и на Озон в акции 11.11. У нас очень большие скидки, поэтому переходите, успейте купить, поучаствовать в этой акции, потому что, ну, реально, очень крутые витамины. Сегодня расскажу вам про мультивитамины. Это наш самый первый состав и самый популярный. И на самом деле, если я кому-то дарю витамины, почти все знакомые у меня, естественно, пользуются витаминами моего производства. И если я хочу познакомить кого-то с нашими составами, показать их эффективность, я, конечно же, всегда дарю мультивитамины, потому что они универсальны. Они подойдут и котенку, и стерилизованному коту, и беременной кошке. То есть, ну, это просто, вот если вы не знаете, с чего начать, мультивитамины — это самый универсальный состав. Для котят, да, они тоже подходят. И да, своим котятам я с первого дня прикорма даю мультивитамины. Подходит действительно универсально для всех кошек. Мелисса вон тоже подтверждает. Внутри у нас мерная ложечка. У нас, правда, здесь эти я дома использую. И нам чуть-чуть их совсем осталось. Они в виде порошка. Почему в виде порошка? Потому что я люблю в виде порошка. Таблетки все равно кошки добровольно не едят, и приходится их дробить до порошка. Зачем это усложнять? Поэтому я все добавляю в виде порошка. Вот. Если вы их даете, не нужно давать дополнительно кальций. В их составе уже есть кальций. Это их основа, этих витаминов. Кальций. Вот, если мы приблизим состав. Кальция-фосфат — это
первое, что идет. Очень советую, если еще не покупали или у вас закончились сейчас акции, скидки, переходите, ссылочка в описании и покупайте. Очень-очень крутые. И отдельный плюс в карму тем, кто пишет отзывы. Отзывы очень сильно продвигают, это первое. И второе, отзывы помогают другим людям убедиться, что у кого-то это работает или не работает. Я не удаляю отзывы никогда, поэтому вы можете пройти, отзывов очень много, и прочитать. Вот, и вы увидите, что очень много отзывов, которые прям заметили реально действие практически сразу этих прекрасных витаминчиков. Вперед, переходите. Какие последние новости? По поводу той рыси, которую я собираюсь забирать. Вроде как все сложилось. Я рада. Очередной геморрой у меня прибавился, потому что уже на следующей неделе я отправляю за ней переноску. Если я уже отправляю переноску, наверное, все-таки она до меня доедет. Вот. Соответственно, вольеров еще нет. И на какие пока что строить я это не представляю, потому что надо кучу всего. Но мы уже сделали замеры, сделали планировку, как вольеры будут располагаться. Естественно, это сделали с учетом нынешних кошек, которые есть, потому что я тоже планирую их переселить в ту часть, потому что просто там намного лучше. И в 2 раза у них увеличится общая площадь как бы пребывания, что, собственно, очень существенно. Вот. Но и главное, что им там будет намного лучше. Что ты? Ты хватит свои лапы высовывать. И сейчас, собственно, стоит вопрос о том, что нужно переносить забор, соответственно, нужны сваи для переноса этого забора. Я решила не делать забор утяжеленный, потому что просто посчитала, что по технике безопасности я хочу с 2 сторон оставить зону безопасности, а не с одной. То есть, соответственно, между забором и началом вольера будет зона безопасности закрытая, и между участком и вольерами с 2 сторон будет зона безопасности. То есть сейчас, например, зона безопасности, ну, по факту тоже с 2 сторон, с второй стороны на не огорожена. Этот забор просто переносим туда, отступаем метр, строим, делаем зону безопасности, закрываем ее, и оттуда уже начинаем строить в эту сторону открытые части. Суть тех вольеров, чем она будет отличаться от этих? Эти вольеры очень хорошие, я им очень благодарна. Рыси в них уже живут 6-й год. Они, на самом деле, на тот момент, когда я их строила, естественно, если кто со мной с тех времен, просто и денег не было, и делали что-то очень быстрое, и я делала то, что тогда, ну, могла сделать, и в целом эти вольеры очень хорошие, то есть они удобные, но попользовавшись этими вольерами, естественно, для себя я поняла, как удобно, как удобнее рысям, как удобнее мне, что нужно, что не нужно. Поэтому другие вольеры будут совершенно другие. Там будет больше открытой части, собственно, чтобы вот кошки могли ходить, есть травку. Вот. И закрытая часть останется примерно такая же, ну, чуть-чуть побольше, чем та закрытая часть, но она будет ниже, потому что, собственно, в закрытой части рыси не так много времени проводят. Ну, то есть, как вот эта закрытая часть, сейчас покажу, объясню. То есть примерно как вот эта закрытая часть, только я ее буду делать в этот раз без таких щелей, то есть как здесь делали, там будет все утеплено. Скорее всего, буду заводить электрику, чтобы в случае чего можно было повесить обогреватель. Вот. А так, по размерам она останется такая же, просто она будет закрытая, утепленная и ниже, естественно, потому что не нужно вот это вот совершенно. Сейчас попробую на фоне всего этого, будет информативный очень ролик, рассказать, для чего хочу утепленную. Вроде как рыси, наша полоса, и им не нужно утепление. Теоретически, да. Но есть такой момент, что кошки у меня уже возрастные все, кроме изюмчика. И то изюмчик у нас с приключениями, там, с периодическими приступами и так далее. В общем, возрастные кошки не домашние. Это не домашний котик, которого можно фиксануть. В случае чего, если потребуется наркоз, ну, предположим, что эта кошка заболела, вывихнула, что-то еще случилось, нужен наркоз. И в этих вольерах это всегда мы все манипуляции откладываем до весны. Что бы ни происходило, мы стараемся дотянуть до весны, если, конечно, это возможно. Если что-то экстренно, то мы придумываем. Так вот, если вы кошку занаркозите и принесете в такое помещение зимой, кошка умрет. Потому что после наркоза пониженная температура тела. В общем, у нас нет такой возможности. Нужно искать помещение, в которое ее класть. Например, там с Умкой, с Ханной с этим, может быть, и не будет проблем. А представьте, случится что-то с Мартином. У нас такая ситуация уже была с Мартином. И мы его как бы держали в итоге
в ящике в комнате, что тоже не очень как бы удобно. Поэтому в этот раз я хочу предусмотреть этот момент, чтобы домики были утепленные, и даже если будет там минус 30, можно будет подвести туда, там, грубо говоря, повесить керамический обогреватель и провести любые манипуляции с кошкой, которые будут нужны. Дай бог, они до конца их жизни будут не нужны, но, учитывая уже свой опыт, надо такое тоже предполагать. При этом, чтобы кошка не стрессовала, естественно, просыпаться ей там после наркоза в своем вольере было бы лучше. Надеюсь, конечно, это не пригодится, но я лучше это предусмотрю заранее. Опять же, рождение котят, если они когда-то еще будут, тоже удобнее, когда комнату можно обогреть, чтобы кошки не так там... У нас лето бывает очень разное, вы сами знаете. В общем, у меня было принято решение, что я хочу именно часть вольеров утеплять, а основную часть, вот сейчас то, что у нас получается вот это все дело закрыто, но по факту не нужно, чтобы оно было закрыто. То есть от ветра достаточно будет части, которая будет здесь утепленная. Ой, кися-мурлыся пришла. Кися-мурлыся пришла. Да. То есть от ветра достаточно будет вот закрытой части, которая там будет утепленная, плюс будут всякие, постараюсь поставить типа вигвамов из дерева, то есть, всякое такое оборудовать постепенно прогулочную часть еще закрытыми такими штуками. Плюс открытая часть, получается, будет сильно больше, чем это. И визуально она и для кошек будет больше, а для девочек вообще буду делать совмещенный вольер с возможностью там временного разделения, потому что по факту они все время проводят вместе. Эти 2 года, например, они вообще вместе. Они максимум, даже когда рождаются котята, максимум разлучаются не больше, чем на месяц. Остальное время девчонки проводят вместе. Поэтому я не вижу смысла делать им полноценные 2 вольера. Я вижу смысл сделать им 1 большой с возможностью отделения, чтобы если там роды или еще что-то, кошку отделить. Но в целом так будет лучше. И больше места им, опять же, чтобы постоянно иметь доступ к большой прогулке. Ну и изюмку-то тоже можно будет запускать. Вроде все рассказала, но это примерно так подробно. Вы знаете, что я не люблю что-либо просить, но если у вас есть желание помочь как-то реализовать, сейчас даже не вопрос к кошкам, которые уже имеются, хотя, вы сами знаете историю многих кошек, что у меня уже здесь даже 2 кошки, которые заводила, 3 кошки, которые заводила не сама. Вот, приютила, так сказать. И сейчас появится еще 1 кошка, которая, да, по моему решению она покупается, но ситуация такая, что я не могу просто пройти мимо. Поэтому, если у вас есть желание финансово как-то помочь, то реквизиты я оставляю. Также в Телеграме буду писать посты на эту тему, потому что прям затянулась эта ситуация. Да и потому что я не могла ничего конкретно сказать, пока не получу хоть каких-то движений там в сторону, чтобы она приехала ко мне. И в итоге мы вышли вообще за бюджет, потому что в итоге я оплачиваю эту рысь, чтобы выкупить в 2 раза больше практически, на 1,8 больше, чем изначально заявлялась цена, но это уже не важно, это уже просто дело принципа ее выкупить. Поэтому буду очень благодарна за любую помощь, потому что она уже приедет скоро, и нужно срочно делать хотя бы половину всей этой части, в которой будет жить эта рысь, и, соответственно, так как это все потом будет связано, то есть какую-то часть мне придется и для других кошек строить. Но для других кошек это я уже возьму на себя, все-таки мои животные, а если есть желание помочь с обустройством таким экстренным для рыси, понятное дело, что если бы не эта рысь, я о своих кошках, то, чтобы их переселять, не думала раньше, чем через год. Я думала начать следующей осенью уже стройку, накопить денег и все такое спокойно. На меня бегут мимо меня. Но, в общем, если есть желание, реквизиты оставляю, буду очень благодарна. Ну и дальше будете вместе следить, какая там кошка приедет. Если честно, ее не видела уже 8 лет, эту кошку, как она сейчас выглядит, я не знаю, но я знаю, что это старая просто рысь. Вот. Не переключайтесь. У нас вечно какая-то движуха. Вроде кажется, вот затишье какое-то, но нет, опять. Меня даже когда вопрос спрашивают, вы собираетесь заводить каких-то новых животных в этом году из диких? Я говорю, нет, все. Ага, все. Сейчас еще, кстати, покажу, кто приедет. Но у меня не бывает без приключений, поэтому мне кажется, просто, пожалуйста, не задавайте больше таких вопросов. Когда я говорю, нет, все, мне ничего не надо, обязательно что-то такое происходит, мимо чего я не могу пройти. И сейчас второй момент, мимо которого я не смогла пройти, вам покажу. Ребята гуляют дальше. Чичи, мою девочку. Этот засранец на меня постоянно охотится. Но это нормально для его возраста, он подуспокоится когда-нибудь. Здрасте, здрасте. Как это мимо вас пройти? Ой, руки замерзли, нам что-то уже холодно прям. Налуш. Ой, там эти носят. Налочка, девочка моя, привет. Привет, 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 привет.
Налочка тоже, кто недавно на канале, не в курсе, Налочка тоже у меня приемная дочь. Уже взрослая у меня появилась. И год пыталась меня убить, хотела. Зайди, я тебя разорву. Просто сатаной какой-то была. Сейчас, как видите, дает себя даже потрогать. А этот малыш у меня с 4 месяцев. Да, своих, красивых. И тоже говорил, не, я помню, девочку не заведу ему, не, никогда не заведу. Но она не ему, они оба кастраты, если что. Я очень хочу их объединить, но очень боюсь. Прям очень-очень сильно боюсь. По-хорошему, конечно, надо это пробовать сделать, потому что это было бы классно, более большой вольер для них двоих. И, в принципе, жить как-то вместе веселее. Да, Пумыч? Ну, Пумыч, вот в Пумыче я уже более-менее спокойна, то есть он прям к ней расположен. А она все время часто на него шипит. Вот просто часто очень. И я просто... Во, видите? И я просто... Ну, сейчас на траву она реагирует. И я просто боюсь, что вот она может так вот на него среагировать, как бы. Она-то ему ничего не сделает, но он просто может в ответ ей как бы влепить. А он ее в 2 раза... Видите? Какая? Красавцы. Так, ну и пойдемте в тот дом, да, про новости. Просто. Ну и бобриные новости. Как вы видите, комната, где жил Микки, сейчас обшита железом. Я, кстати, нашла покраску. Хотя попросила Артека сделать выкрасы на одной стене. Одну стену так покрасить, посмотреть цвет. А он, короче, взял специально маленькую баночку, он все закрасил. Ну да ладно, в принципе, цвет примерно такой, какой я хочу. Немножко красного добавлю, и будет нормально. Соответственно, как вы догадались, по обшитым стенам ко мне приедет... Помните, у Маши Ромашка, которого мы там взвешивали, там пытались познакомить с Мурой, но Мура его не принял. В общем, Ромашка оказался не Ромашкой, а Романом. И этот Роман прекрасный приедет ко мне, потому что в Сирии еще не готово теплое помещение. Там и выиграет только пруд. Теплое помещение пока не готово. Но приедет, слава богу, только на зиму. Мы с Машей договорились, потому что у нее есть там маленький прудик, где он купается. И, соответственно, у меня он пробудет зиму. И как только прудик растает, она его заберет опять к себе на дачу. Вот, потому что, конечно, зимой она не может его держать там. А дом он ей так весь разобрал. Мура! Здрасте! Вот, а я не смогу его оставить больше, чем на зиму, потому что у меня в этой прогулке, видите, у Муры двойная прогулка большая. Вот, и я не собираюсь его этого лишать, потому что там ему очень мало места. А Мур уже как-то вроде как свой, да? Вроде как свой мальчик. Мой сладкий ребенок, мой сладкий ребенок. Да, свой мальчик. Мура уже свой мальчик, поэтому... Ой, чуть-чуть на ручке. Вот, поэтому Роман будет жить только здесь зимой, в теплом помещении. Поставлю ему какую-нибудь корыто. Или там просто воды. В принципе, купаться им зимой не обязательно. Да, да, Муру-то я беру к себе домой купаться зимой периодически. Мой сладкий малыш хочет. Нет, здесь не пройти, видишь. Вот. И, соответственно, вот такой житель тоже с нами на зиму останется. Есть желание помочь, пожалуйста, помогите, я буду очень благодарна, и, соответственно, дальше будете. Ну, вы всегда, я думаю, видите результаты того, что происходит. Ну и комнату для своих, ну, не своих, я надеюсь, что этих бобров тоже заберут. На самом деле, Муру мне не очень уже хочется отдавать, я к ним уже привыкла. Своих, в смысле, тоже пока что временно постоянных проживальцев тоже мы сделали уже новый вход, им сделали. Но вигвам у них это летний вариант, естественно, там зимой холодно. Они уже, то есть как только у нас начались похолодания, они начали приходить, собственно, вот у него здесь. Сейчас мы уже сено, сегодня просто выгребали все отсюда. Сейчас стены застелим. Убрали здесь, у нас стеллаж был, убрали стеллаж, чтобы у них больше места было. Потому что, естественно, зимой они не дураки, они времени на улице проводят не так много. Они выходят, там типа по снегу походят, помоются и обратно в домик спать. Здрасте! В общем, под них все готово. Тоже еще, как минимум, на зиму они остаются с нами, ребята эти. Сделали новый МКТ-ход побольше, потому что они тут не пролазили.